Всем привет, с вами Дэн, Tudor Ranger. Сегодня у нас на обзоре это новинка 2022 года, и на них, ну как заведено, тоже очередь у официальных дилеров. Предыдущая модель продавалась, конечно же, кому угодно, она была на механизме ETA, но, собственно, Tudor решил обновить свою линейку Ranger, сделать ее более похожей на то, что было у нас исторически, и, соответственно, сделать такую же фишеньку с тем, чтобы нужно ждать в очереди своего, собственно, часа. Ну, неофициальных дилеров эти часы можно купить без очереди. Может быть, иногда чуточку дороже. Так вот, мне на самом деле всегда импонировал Rolex Explorer своей простотой, практичностью и отсутствием вычурности. Но с годами Explorer стал дорогим и блестючим, тогда как Tudor как раз таки, на мой взгляд, выкатил именно вот такую трушную модель и сделал как надо. История этой модели, собственно, такая. В 1952 году состоялась научная экспедиция в Гренландию. У большинства участников были часы Tudor Oyster Prince. И в честь 70-летия этого события Tudor выпустили вот эту, собственно, модель. И надо сказать, что Tudor именно вернулся к тому самому авантюрному духу 1952 года. Вот эту вот всю историю северной экспедиции, как принято в маркетинговом отделе Rolex, они сюда, в общем-то, впихнули. И новый Ranger, можно сказать, сочетает в себе именно и дизайн, и очарование начала 60-х годов. И есть тут ДНК и Tudor, и Rolex, и корпус удобный, он достаточно небольшой. Полностью, конечно же, сатинированный, включая и тот самый легендарный боковой скос, который придает ему инструментальный вид. Ну, это если брать маркетинговые всякие там описания. Но мы с вами не про это, поэтому давайте открывать вот эту вот самую коробоньку. У нас сверху такая тут вот как бы такая под кожу, ну, мягкий какой-то материал. А снизу деревяшечка. На полную коробку из деревяшки, видимо, решили не тратиться. Ну, собственно, и ладно, да. Открываем коробку, и вот он здесь, Tudor Ranger. Достаточно простой дизайн, такой именно Tool Watch. Давайте. Значит, здесь у нас гарантийная карточка. Собственно, что там еще есть? Гарантийный буклет, что это сертификация, официальный хронометр и мануал, да, инструкция. Немного, но, собственно, этого достаточно, на мой взгляд. И, собственно, Tudor. Ну и если так уж говорить, то Tudor все, наверное, знают в последние годы по модели Black Bay. И тот, кто видел Black Bay, может быть, примерял Black Bay, он, конечно же, скажет, что здесь корпус, ну, собственно, это корпус похож на Black Bay, да, потому что форма такая же, да, и дизайн самого корпуса, он примерно такой же. И это, кстати говоря, вполне себе ожидаемо. Почему? Потому что у Rolex, в принципе-то, тоже есть корпус Oyster, и все остальное идет от него. Оно практически все идентично, одинаково. По большому счету вы покупаете одну и ту же модель, только с разными прибамбасами. Где-то хронограф, где-то там GMT, ну и все тому подобное. Tudor они решили делать примерно в таком же духе. Здесь нет вращающегося безеля, но по большому счету это опять же возвращаясь к тому, что эта модель похожа на Black Bay. Задняя крышка у нас, опять же, характерная для Tudor и характерная для Rolex. Здесь ничего интересного нет, она просто, вот задняя крышка просто сатинированная. Да? Заводная головка с историческим логотипом в виде розы, крупная, с мелкими такими рифлениями, и у нас водозащита 100 метров. То есть эти часы, в принципе, подходят для повседнева, и эти часы подходят для спорта. Ну и спорт это, конечно, такое больше современное обозначение, да, направленности часов. Ну а если мы говорим про историю, то ну, вот 100 метров вполне себе для альпинистов пойти в горы, потому что ну, зачем там вам, в общем-то, больше водозащиты от снега, это 100 метров вполне себе защитит. Ну, в общем, универсальная модель. Да? Циферблат матово-черный. Текстура здесь мелкозернистая, может быть сейчас это не особенно видно, но я, конечно же, потом более детально покажу на макро. И, наверное, самое главное в этой модели, конечно, что? Конечно, отсутствие внутреннего антиблика, потому что у всех Тюдоров и Роликсов он отсутствует. И если я не ошибаюсь, в этой модели тоже его нет. Ну, в общем, вот так вот. Да?
Вот. А здесь у нас классические арабские цифры 12, 3, 6, 9, маркеры в виде таких прямых прямоугольников, ну, либо жезлов, там, кому больше как нравится. Стрелки здесь соответствуют именно винтажным сериям часов. С комбинацией, да, у нас минутная стрелка — это такой вот прямой, можно сказать, карандашик, либо жезл, и стрела. Ну, здесь жезл, да, он такой с удлиненным заостренным концом, и, собственно, стрела для часов. Идеальная длина, на самом деле, и по минутам, и по часам, и по секундам. И секундная стрелка с красным наконечником. И этот самый красный наконечник, он немножко разбавляет вот эту вот такую, как бы, черно- или темно-серо, и немножечко здесь такой, какой вот цвет, наверное, какой-то типа винтажно-люминово, ну не винтажный, в общем, немножко желтовато-белый здесь люм идет по циферблату. То есть очень и очень сдержанно все, да. И здесь важно, что нет даты, и мне это очень нравится, потому что дата на часах в принципе практически всегда плохо вписывается, а в подобную стилистику дата, ну, как бы вообще никуда. И здесь ее нет, и это здорово. И мне нравится, что они здесь придерживаются циферблата без даты, гармонично, и цифр и стрелки в целом здесь, как у винтажного Tudor Ranger 1967 года, только шрифт стал, ну, чуточку толще, и в целом получается чуть больше, может быть, гармоничнее. Что касается механизма, то здесь мы его, конечно, не видим, но там внутри стоит MT5402, и это мануфактурный калибр от Tudor, и сейчас все Tudor переводят, либо уже перевели на мануфактуру. Здесь есть, конечно же, антимагнитная кремниевая спираль. Дальше здесь точность хронометрическая, есть здесь сертификат хронометра COSC. Но при этом, как и Rolex, Tudor превышает стандарты, которые установлены COSC. Поэтому если по COSC должно быть минус 4 плюс 6 секунд в сутки, то Tudor делает от минус 2 до плюс 4 секунд в сутки после окончательной сборки. Если я правильно помню, то у Rolex минус 2 плюс 2. И еще одна важная особенность. Здесь, конечно, стоит уже такая современная, актуальная запас хода. 70 часов, поэтому, собственно, часы идут больше, чем двое суток, практически трое суток, поэтому удобно. В пятницу там положил их, да, в шкафчик, в понедельник надел, и они все еще работают. Можно эту модель выбрать на браслете, либо на разных ремешках. Конечно же, я вам рекомендую брать сразу браслет, потому что, ну, смысл брать на каком-то ремне, и лучше сразу чуть-чуть дороже заплатить за браслет, и потом подкупать уже те ремни, которые вы хотите. Тем более здесь стандартное крепление браслета, поэтому проблем с заменой ремешков никаких не будет. И кроме того, здесь отличная система укорачивания браслета, такая онлайн, что называется, да, похожая, как Oyster Lock на Rolex. Она здесь называется T-Fit. Очень удобная. И, в общем, вы буквально вот так, опа, чуть-чуть как бы подтянули на себя браслет, и на где-то сантиметр вы можете его либо сделать короче, либо длиннее. На самом деле очень удобно, очень здорово. Ну, песок, понятно, будет засыпаться, если вы там где-то попадете куда-то не туда, на море, например. Но в целом очень клево, классно. И я считаю, что это вот одно из самых удобных систем укорачивания или удлинения браслета, вот если нужно прям это сделать срочно. Гарантия на эти часы 5 лет, и цена на браслете примерно 3000 евро. Скажу сразу. Конечно же, если вам будет интересно, то эти часы я сравню и с Rolex Explorer, и мы сравним их с San Martin, который делает хомажи на и Tudor, и на Explorer. Так что пишите в комментах, обязательно это я реализую. Ну, давайте теперь чуть более детально, да, посмотрим на отделку. Здесь все сатинировано. И это важное отличие от такого современного Rolex, потому что вот эти часы выглядят больше такими tool watch, да, если хотите, именно часами для дела, чем современный Explorer. Потому что современные Rolex, они больше как бы такой блестяшество какое-то, а здесь вот все сделано как нужно. Да, у нас все сатинировано, кроме вот этих вот небольших боковых граней на ушках с обеих сторон. И немножечко еще есть сатинирование
зеркальная, точнее, полировка на боковой грани ранта. Все остальное сатинирование. Все очень выдержано, очень сдержанно и достаточно скромно эта модель смотрится. Понятно, что отделка здесь, как у всех Tudor и как у всех Rolex, полностью машинная, полностью на станках ЧПУ, ручного труда здесь нет, кроме там части операций по сборке. Все хорошо, все вылизано, и понятно, что ни Tudor, ни Rolex это не топ-сегмент, далеко не топ-сегмент по отделке. Если у вас были розовые очки, то, собственно, ну, снимите их уже наконец. Это какой-то, мне кажется, нонсенс считать, что отделка Rolex и Tudor это что-то такое прям вау, да? И здесь корпус островат, ребята, корпус островат с нижней части корпуса и нижняя часть браслета островата. Оно у всех Tudor так, здесь еще не так это сильно выражено, но у некоторых Tudor это прям, это так же, как вы пишете про Сан-Мартин и про их браслеты, вот точно так же. Так что, если вы не любите этот эффект, то Tudor, тот же Сан-Мартин, не для вас, конечно же. В целом, я бы сказал, что здесь очень хороший средний уровень в таком сегменте, начальный люкс, если хотите, да? Ну, потому что часы на самом деле не дешевые, 3000 евро, это все-таки 3000 евро, при том, что в целом здесь отличные характеристики, да, здесь классный бренд, может быть, в России не так ценят Tudor, но на многих рынках Tudor это очень даже неплохо. Ну, так вот. Я могу вам так сказать, на мой взгляд, опять же, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, качество Rolex не выше, чем качество отделки у Tudor. Ни по циферблату, ни по корпусу, ни по браслету. Ну, может быть, по браслету он не такой, и по корпусу, да, Rolex он не такой острый, но это, на самом деле, это не минус и не плюс, это как вам просто больше нравится. Вам нравится резкость грани, да, она больше у Tudor. Вам нравится более сглаженное все, она более сглаженная у Rolex, да, может быть, это как бы чувствуется чуть более, что ли, премиально как-то, ну, кому как. В общем, в этом есть определенное различие. Сделано ли это намеренно, я не знаю. Ну, в общем, вот такая вот ситуация имеется. Но в целом ни по отделке, ни по характеристикам разницы нет. Ну, возьмите, сравните. Тот же Explorer, там механизм ровно такой же, там, на те же самые 70 там, или 75 часов. Это такой же качественный механизм, он тоже мануфактурный будет. Такие же характеристики, такое же качество отделки. Ну, Rolex Explorer стоит где-то в 2,5 раза дороже. И я считаю, что Tudor это именно Explorer в старом формате Tool Watch. Ну, как я уже раньше чуть говорил, да, об этом. То есть это именно инструмент с отличными характеристиками, надежный, неприхотливый и не бросающийся в глаза часы. С одной стороны, они, вот если брать Tudor, этот Ranger, они, конечно, дороже, чем Zin. То есть Zin здесь прямой конкурент по духу и по смыслу. Но Zin, конечно, это не мануфактура, там Селита стоит, а с другой стороны эти самые Tudor Ranger в 2 раза, там даже 2,5 дешевле, чем Explorer. Но при этом не хуже ни по отделке, ни по характеристикам. То есть это, наверное, такой, знаете, Explorer для экономных, и либо его можно назвать как адекватно оцененный Rolex. Или вот сколько должен стоить Rolex, если бы не бренд. Выбирайте, какую хотите характеристику, или напишите свою в комментариях. Мне интересно будет послушать ваше мнение. Потому что именно в плане Tudor, наверное, вот такие полярные мнения. Кто-то считает, что это не до Rolex, кто-то считает, что это Rolex для бедных, кто-то считает, что это конкурент Омеги, кто-то считает, что это лучше, чем Rolex, кто-то считает, что это вообще ненужные никому часы. То есть здесь очень много разных мнений. И особенно на российском рынке его как-то чуть меньше ценят, да, если взять там европейский или тем более американский рынок, то там, как правило, выбор у людей стоит там, типа, взять какую-нибудь Омегу или взять какой-то Rolex. Но важно, что именно если мы берем Explorer или Ranger, то у Омеги альтернатив, в принципе-то, практически нет в таком же плане. Поэтому я здесь как раз говорил и про Zin. Ну, давайте, что-то я заболтался, давайте по характеристикам еще пройдемся. Здесь 39 по корпусу, высота с учетом того, что купольное сапфировое стекло 11,9. Если мы уберем эту самую купольное стекло, будет где-то 10,5, а то и 10. Неплохо, на повседнев прям неплохо. 20 по браслету и от ушка до ушка 47,6. Ну, ушки здесь достаточно длинные, и ушки как
Не то чтобы у Саба нет, хуже, чем у Сабмаринера, конечно, ни у кого нет ушек, но здесь тоже такое рисковатое, да, как бы сатинирование идет. В отличие от сатинирования, например, по браслету или сатинирования по боковой части корпуса. Интересно, что они здесь сделали то же самое. Крупная заводная головка, удобно ей пользоваться. И знаете, здесь еще интересная такая характеристика по головке, то есть она с длинным таким как бы вот посадочным, даже не знаю, как это назвать. То есть мы ее отвинтили, да, она так чуть-чуть как бы вылетела здесь. Заводим. Если мы хотим перевести время, то нам надо ее прям так ядрено, опа, и мы выдвигаем ее еще там на несколько миллиметров. Такая длинная получается, да, длинная резьба. Ну, может быть, с точки зрения некой какой-то безопасности использования, ну, как бы, возможно, это так задумано. Но у меня вопросов никаких нет. То есть, в плане того, что я вот с этими часами где-то пару недель на запястье, я вам хочу сказать следующее. Они, конечно, удобны, как повседневные часы. То есть, у них хорошая читаемость, они небольшие, они удобны на запястье. Здесь отличный Oyster-браслет, в принципе, такой же, как у Rolex, у того же, да. Удобная застежка, ее можно быстро там как-то под себя, там, когда жарко, холодно, вы так чик-чик и на несколько миллиметров ее подвинули. Это опять же здорово, да. Часы не бросаются в глаза, то есть вы никого там этими часами не удивите, никого не потрясете, да. Ну, в принципе, кто разбирается в часах, есть всегда возможность поговорить, да, вот там. Tudor Ranger, опять же, в историческом дизайне часы, опять же, такой исторический, там, отчасти милитари, отчасти там часы для путешественников, кому, собственно, как больше нравится эта характеристика. Здесь напечатанные цифры, здесь нет никакого такого излишнего люкса, здесь ничего такого не блестит, не зовет, не демонстрирует, что эти часы стоят дорого. Это вот именно такие практичные повседневные tool watch. И этим они подкупают. И опять же, я вот уже немножко, может быть, повторяюсь, но я говорю, что вот именно в такого плана часах, наверное, на рынке не так и много. То есть в недорогом сегменте, в эконом-сегменте их полно, а в начальном сегменте их тоже достаточно много. А вот если мы говорим про что-то такое средненькое, и тем более, если мы говорим про что-то такое люксовое, то, в принципе, раз-два и обчелся, опять же, да. Мне нравится, как здесь сделана обработка корпуса. Она очень вполне себе приятная. Она не хуже, я опять же повторюсь, не хуже, чем у Rolex. Здесь все неплохо, все на хорошем, уверенном среднем уровне. Хороший браслет, весьма и весьма достойный такой, да. Все здесь приятненько, все здесь неплохо. Звезд с неба эти часы, конечно же, не хватает, но вот здесь глобально придраться не к чему. Опять же, здесь в двух местах на застежке у нас керамические вот эти вот шарики для того, чтобы сократить износ механизма раскрытия, значит, закрытия, да, этого вот браслета. Вот здесь внутри и здесь вот снаружи. Неплохо, да, то есть, чем это хуже, чем Rolex? Ничем. Чем застежка хуже, чем Rolex? Опять же, ничем. Чем хуже браслет? Ничем. Все здесь не хуже, чем Rolex. И, знаете, это, наверное, яркое свидетельство того, что бренд сейчас определяет, в принципе, практически все, если мы говорим про средний сегмент или про дорогой сегмент. Вот это, по сути дела, тот же самый Rolex. Tudor принадлежит Rolex, это их компания, это их бренд. Он стоит дешевле, сильно дешевле, чем Rolex, но он ничем не уступает, да. И окей, но здесь просто написано Tudor. Было бы написано Rolex, они были бы стоили в 2 раза дороже. Да. Есть такие же, условно, там Зины, Сан-Мартины с механизмами, может быть, чуть попроще, но с такой же отделкой. Но бренд менее известен, и они стоят еще там в разы, часто в разы дешевле. Вот такая вот у нас ситуация. По весу на браслете, который на моем запястье 18,5, они весят, ну, где-то 137 грамм. И вот что касается запястья, давайте покажу, как это все тут у меня размещается. Как я говорил, ну, такой, знаете, хороший повседневничек. Здесь вот по браслету ничего не топорщится, посадка удобная. Выпуклое стекло, купольное точнее, да, мне очень нравится, очень приятно смотрится, такие приятные искажения, и объемчик добавляет, и читаемость супер. Единственное, да, здесь у нас вот полированные, да, зеркальные стрелки, они как раз немножечко так на солнце переливаются, но никакого люкса прямо они этим часам не добавляют. На запястье, ну, знаете, вот, наверное, самое-самое, что есть вот удобного, да, в современных часах. Ну, просто вот классные часы именно на каждый день. Там, на самолете куда-то полететь, куда-то в горы пойти. Да, в принципе, и в офис таскать тоже эти часы вполне себе возможно.
Так, давайте смотреть. Печать у нас здесь аккуратная. Ну, достаточно плоская. Здесь ничего такого прям фантастического я не наблюдаю. Аккуратные стрелочки, зеркальная полировка, надпись Swissmade, Tudor, дорогая сердцу тех, кто гоняется за брендами. Ну и вот купольное стекло. Вот оно у нас сатинирование. Слушайте, я немножко ошибся. Здесь сатинирование идет даже по боковой грани корпуса. Вот это да. Вот это да. А со стороны кажется, что блестит. А вот нет. А вот нет. Интересно. Интересно. Ну, вот так вот. Ну, что хочу сказать по итогам. Я думаю, что очень многие напишут слишком дорого, скучные, невыразительные, ни о чем. Но я вам напомню, что эти часы именно повседневные. И у них исторический дизайн. А это уже ого-го, дорогого стоит. И знаете, ну, опять же, немножко повторюсь, но просто расскажу вот свои впечатления. Да? Мне кажется, вот на повседнев они реально классные. Вот их берешь в руки, думаешь, блин, ну какая-то хрень. Ну, они вообще ну, ни о чем просто. Но начинаешь их носить, и как-то вот прикипаешь к ним. Ну, вот что-то в них есть. Поэтому я считаю, что глобально они показывают, вот, то есть, вот, да, я говорю, что это Explorer для экономных. Они показывают, сколько должен стоить Rolex. Они действительно классные. Здесь не к чему придраться. Здесь с учетом бренда, как мне кажется, адекватная цена. Опять же, кто-то скажет, да, скучные, но не забываем о предназначении часов. Кому нужно веселье, сложность, да, вам к Invicti там, или Richard Mille, в зависимости от того, какой у вас бюджет. Блестючий дайвер, кому хочется, это обязательно Комеги, да, или опять же блестючий Explorer, ну, собственно, как говорится, подкопите на Rolex. Ну, или возьмите Сан-Мартин, у них тоже есть блестючие варианты. На этом у меня все. Пишите обязательно про эту модель, что думаете, стоит ли ее сравнить с другими часами. А на этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.